сильнее. Почти готово. Код красный. Всем занять укрытие, живо! Ваш эксперимент провалился. Отдайте мне ребенка сейчас же. Я не позволю. Отойдите, или я применю силу. Доброе утро. Я рада, что ты здесь. Я тоже рад. Давай начнем день спокойно. Добро пожаловать на мой канал «Мир научной фантастики». Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Аарон Коул провел 14 лет, дрейфуя между звездами, перевозя грузы, до которых никто другой не хотел дотрагиваться, и приземляясь на мирах, которых избегали большинство пилотов. Он видел кристаллические города, плавающие внутри газовых гигантов, рынки, встроенные в астероидные кости и виды, которые общались с помощью цвета вместо звука. Опыт выковал в нем уверенность. Он честно верил, что в галактике его уже ничто не сможет удивить. Эта вера продержалась до той ночи, когда он зашел в бар «Спиральный перекресток» на станции Вирекс. Место было шумным в этом знакомом межзвездном смысле: наложение языков, звон бокалов, рециркулируемый воздух, густой от специй и озона. Аарон плюхнулся на стул, разминая плечи после изнурительного 12-дневного рейса по нестабильным маршрутам. «Та же, что обычно, землянин?» — спросил бармен, трехглазый кордой с механическими руками. «Сделай крепкой», — ответил Аарон, теребя бороду. Долгий рейс с окраин. Когда напиток скользнул по барной стойке, бармен наклонился ближе. «У тебя компания». Аарон последовал взглядом бармена. Она стояла у дальней стены, с изумрудной кожей, высокая, грациозная, наблюдала за залом, как ученый за экспериментом. Платиновый волос не спадал прямо по спине, ловя тусклый свет. Глаза были темные и отражающие, почти поглощали свет вокруг. Она была прекрасна в манере, которая казалась намеренной. «Какой вид?» — кэжурли спросил Аарон. «Вешере», — пробормотал бармен. «Имя — Лира». Сразу начала спрашивать о людях. Аарон сделал глоток и улыбнулся. «Ну что ж. Похоже, мой гражданский долг». Он пересек бар, ощущая множество взглядов, следящих за ним. Когда он остановился перед ней, она слегка наклонила голову, изучая его с открытым любопытством. «Ты не спешил», — сказала она. Голос был мягким, с акцентом, но уверенным. «Мне нравится создавать ожидания», — ответил Аарон. Аарон Коул. «Земля». «Лира Веш», — сказала она. «Ксенобиолог». Он чуть не рассмеялся. «Прямо к делу». «Эффективность важна в исследованиях», — спокойно сказала она. Разговор разворачивался легко. Аарон рассказывал о торговых маршрутах и ситуациях на грани смерти. Лира описывала свой лесной родной мир, увлечение человеческой адаптивностью и странные противоречия земной культуры. Напитки множились. Расстояние исчезало. «Ты отличаешься от большинства людей, которых я наблюдала», — наконец сказала Лира. «Отличие хорошее или опасное?» «И то, и другое», — ответила она, улыбаясь. Когда она пригласила его в свою жилую башню, Аарон не колебался. Ее квартира выходила окнами на доковые линии, корабли скользили мимо, как светящиеся рыбы. Мягкий свет наполнял комнату. Город казался далеким, несущественным. То, что произошло дальше, было быстро, опьяняюще, знакомо во всех важных аспектах. Пока не стало не так. Звук появился сначала тихо. Ритмично. Сочно. Аарон замер. «Ты слышала это?» — спросил он. «Что слышала?» Отвлеклась Лира. Шум усилился. Ясный. Невозможно было игнорировать. Он звучал так, будто кто-то агрессивно втягивал лапшу. Кровь Аарона похолодела. Он отступил, глаза широко раскрыты, инстинкты кричали, что что-то очень не так. Звук усиливался, сопровождаясь ощущениями, которые абсолютно не вписывались ни в один из опытов, которые он записывал за 14 лет межвидовых контактов. «Нет», — прошептал он.
Аарон отпрыгнул назад, едва не свалившись с кровати. «Что происходит?» — закричал он. Лира уставилась на него, озадаченная. «Ты реагируешь необычно». «Необычно?» — вскрикнул Аарон, хватая одежду. «Что-то пытается высосать мою душу». Прежде чем Лира успел ответить, Аарон выскочил. Двери коридора зашипели, закрываясь за ним, пока он стоял там полуодетый, сердце колотилось, достоинство в руинах. Рядом материализовался консьерж станции. «Сэр, вы в беде». Аарон истерически рассмеялся. «Вы что-нибудь знаете о репродуктивной биологии Вешери?» Консьерж замер. «Да». Резонанс всасывания — стандартная биологическая функция. Стандартная. Высокоэффективная, ответил И. Аарон сполз по стене. Внутри ее квартиры Лира стояла одна, обернутая в халат, замешательство постепенно уступало место пониманию. «Люди», — пробормотала она. «Такие хрупкие». Где-то на станции Аарон Коул поклялся себе больше никогда не недооценивать галактику. И, не осознавая этого, он уже пересек черту, которая изменит ход двух цивилизаций. Будь осторожен, Макс. Это задание опасное. Не волнуйся, я справлюсь. Аарон Коул проснулся под тихое гудение квартиры Лиры и с непривычным тяжелым грузом сожаления, давящим на грудь. Воспоминания о прошлой ночи возвращались фрагментами. Бар. Ее глаза. Звук. Бег по коридору, облаченный только в старые полетные шорты с маленькими ракетами. Он медленно выдохнул. «Я побежал», — подумал он. Как новичок, который никогда не покидал орбиту. Лира лежала рядом, ее изумрудная кожа теплая на его руке, платиновый волос рассыпался по его груди. В какой-то момент, после объяснений, смеха и очень долгой беседы с использованием биологических диаграмм, проецируемых консьержем станции, он вернулся обратно. И обнаружил, что страх, однажды осознанный, может быть преодолен. Он осторожно соскользнул с кровати и включил кухонный модуль. Запах синтезированного кофе наполнил комнату. Пока жидкость лилась в кружку, его ком на запястье завибрировал. Входящий приоритетный вызов. Он тихо ответил. Аарон Коул, хриплый голос Бренна Халта, его брокера грузов. «У меня кризис». Аарон прислонился к стойке. «Определите кризис». Медицинский груз для шахтерских колоний Харрис. Захвачен вчера. Они в отчаянии. Предлагают тройную оплату за немедленную доставку. Тройная оплата всегда несла тройную опасность. «Как скоро?» — спросил Аарон. 3 часа. Груз уже готовят. Аарон взглянул в сторону спальни. Это был шанс, которого он ждал. Достаточно кредитов, чтобы, наконец, полностью обновить навигационный блок. «Я в деле», — сказал он. Когда вызов завершился, Лира стояла в дверях, обернутая в свободный халат. «Ты уходишь?» — спросила она. «Экстренный рейс», — ответил он. «Медицинские припасы». Она изучала его, непостижимо. Расстояние между звездами неудобно для полевых исследований. Он улыбнулся. «Я вернусь». Они позавтракали в тишине, наблюдая за движением на доковых линиях. Разговор скользил от планетарной политики к предпочтениям в еде. Легкость между ними удивила Аарона. Затем его ком снова завибрировал. Сообщение от Джакса Райдер, старого друга по Академии, ныне работавшего в портовой инспекции. Сегодня проверки ГТА. Все исходящие корабли. Ваша регистрация истекла в прошлом цикле. Вас не выпустят. Аарон выругался шепотом. «Что случилось?» — спросила Лира. Он показал ей сообщение. «Бюрократия». Она помолчала мгновение. Затем кивнула один раз: «Я могу это уладить». «Как?»
Моя семья поддерживает влияние в Межзвездном торговом совете. 2 часа спустя Аарон стоял у стапеля 17, наблюдая, как груз загружают его корабль «Блуждающее солнце». Регистрация уже обновлена. Лира стояла рядом, собранная как всегда. «Ты спасла мой рейс», — сказал он. «Я защитила свои исследовательские интересы», — легко ответила она. Перед тем, как сесть на борт, она вложила в его руку небольшой датачип. «Моя личная чистота. И учебные материалы. Для подготовки». Он рассмеялся. «Буду изучать усердно». Когда корабль взлетел, Аарон почувствовал что-то непривычное, тянущее его обратно. Причину вернуться. 2 недели спустя Лира сидела в стерильном медицинском блоке, глядя на пульсирующую голограмму собственной анатомии. «Этого не ожидалось», — тихо сказала она. Доктор Виксан, многоглазый врач, отрегулировал сканер. Редко, но задокументировано. Гибридная человеческо-вишаренная концепция может ускоряться. Но контрацепция, протестовала Лира. «Ваши дипломатические и генетические модификации изменили совместимость», — ответил доктор. «Развитие прогрессирует быстро». Насколько быстро? Эквивалент 8-недельной беременности. Полный срок примерно через 2 месяца. Комната закружилась. «Аарон не вернется вовремя», — прошептала она. «Вам следует связаться с отцом», — посоветовал доктор. Она попыталась. Интерференция в глубоком космосе разрушила сигнал. Когда ей, наконец, удалось выйти на связь, соединение прервалось. «Я беременна, Аарон». Тишина. Потом недоверие. Потом решимость. «Я возвращаюсь», — сказал он, прежде чем сигнал оборвался. Ее облегчение было кратким. Вскоре на ком появился отец. «Вы обратились за дипломатическими медицинскими услугами», — сказал посол Веш. «Объясните». Она замялась. «Все приготовления к вашему союзу с сыном советника Дренна завершены», — продолжил он. «Вы должны немедленно вернуться домой». Ее дыхание перехватило. «Я не вернусь», — сказала она. «Тогда вы теряете дипломатическую защиту». Передача закончилась. Лира осталась одна рука на животе, жизнь менялась быстрее любого варпа. Она связалась с единственным человеком, который мог помочь. Джакс Райдер прибыл в течение часа. «Отправляют охрану», — мрачно сказал он. «Тебе нужно исчезнуть». «Куда?» «В человеческий квартал». Район пах специями и рециркулированным воздухом, шумный и живой. Джакс проводил ее в скромную квартиру. «Студия моего партнера. Там будет безопасно». Безопасность длилась 3 дня. Затем раздался стук. Доктор Элайза Харпер стояла у двери, волосы с проседью, собранные в хвост, медицинский комплект в руках. «Коалиция гармонии», — сказала она. «Я здесь, чтобы помочь». Сеть была шире, чем Лира представляла. Врачи, юристы, семьи, защищающие межвидовые связи. «Твой ребенок здоров», — сказала доктор Харпер. «Уникален, но стабилен». Удовольствие едва успело осесть, как Джакс ворвался внутрь. Они обыскивают район. Когда они готовились к новому перемещению, ком Лиры завибрировал. На экране появилось лицо Аарона, изможденное, но решительное. «Я оставил свой корабль после доставки. Взял курьерский. 10 дней в пути. Оставайся скрытой». Затеплилась надежда. Где-то в космосе Аарон, сгорбившись в курьерском зале, наблюдал, как делегация Вешери садится на борт. Ведущий аристократ говорил резко. «Мою будущую невесту вернут». Кровь Аарона стыла. Он ускользнул и связался с Джаксом. Они знают. Они охотятся за ней. На станции Вирекс Лира лежала на медицинской койке, а доктор Харпер нахмурилась над новыми сканами. Развитие ускоряется снова. «Сколько времени?» — спросила Лира.
Дни, не недели. Снаружи эхо шагов. Внутри груди страх и решимость сталкивались. Где-то между звездами Аарон Коул начал планировать, как опередить саму судьбу. Найла, ребенок развивается слишком быстро. Мы должны действовать. Я готова. Что нужно делать? Склад пах антисептиком и старым металлом, его высокие потолки были усилены временными щитами, установленными коалицией гармонии за ночь. То, что когда-то было заброшенным промышленным хранилищем, теперь превратилось в охраняемое медицинское убежище. Члены коалиции стояли у каждого входа, люди и пришельцы, с инструментами, одинаково пригодными и для медицинской работы, и для импровизированной обороны. Лира лежала на медицинской койке, дыхание было неглубоким, но ровным. Сокращения прокатывались по ее животу медленными, мощными волнами. Доктор Элайза Харпер двигалась с отработанной спокойной уверенностью, настраивая сканеры и отдавая тихие инструкции команде. «Ты справляешься», — мягко сказала доктор Харпер. «Но нужно быть честными. Роды наступят гораздо раньше, чем мы ожидали». Лира кивнула. «Я чувствую это». За пределами комнаты Джакс Райдер координировал охрану через дисплей на запястье. Новости ухудшались с каждой минутой. Дипломатические агенты Вешери ужесточили поисковую сеть. Хуже того, частные подрядчики, нанятые советником Дренном, проникли на станцию под поддельными пропусками. «Они пришли не для переговоров», — пробормотал Джакс. Лира закрыла глаза, обе руки положив на живот. Ребенок внутри двигался с тревожной силой, напоминая о гибридной жизни, развивавшейся быстрее, чем предусматривала биология. Страх угрожал захлестнуть ее, но другая эмоция давила сильнее. Непокорность. Она всю жизнь изучала совместимость, доказывая, что связь между видами не только возможна, но и необходима. Теперь ее собственное существование стало доказательством этой веры. «Отправь сообщение Аарону», — тихо сказала она. Джак сколебался. «Каналы нестабильны. Попробуй все равно». Сообщение записалось быстро, голос был ровным, несмотря на боль. «Аарон, если ты слышишь это, я не боюсь. Ни звука, ни того, что мы создали. Не бойся и ты». Сообщение отправилось в пустоту как раз в тот момент, когда тревога эхом прокатилась по складу. «Нарушение периметра!» — закричал голос. Несколько контактов. Джакс побежал внутрь. Они в 3 кварталах. Возможно, меньше. Доктор Харпер решительно покачала головой. Ее нельзя перемещать. Амниотическая оболочка ослабевает. Перевозка сейчас будет опасной. «Тогда мы держимся здесь», — спокойно произнес голос у двери. Все обернулись. В комнату вошла высокая женщина-альтари, кожа синего цвета с церемониальными отметинами. Партнер Джакса, Нира, в сопровождении дюжины членов коалиции из разных видов. «Коалиция гармонии не оставляет семьи», — сказала Нира. «Мы стоим». Когда ночь на Вирк-станции углублялась, напряжение усиливалось. Снаружи двигались тени. Внутри жизнь готовилась появиться. Далеко за станцией дипломатический курьерский капсул подразрывал пространство на запрещенной скорости. Аарон Коул сжимал органы управления, тревоги визжали в протест. 2 охранных корабля Вешери преследовали его по внешним трассам движения. Неавторизованное судно немедленно снизьте скорость. Аарон не ответил. Он пронзил пространство между 2 грузовыми кораблями, искры плясали по щитам капсулы. Крупные суда заставили преследователей разойтись. Контроль Вирк-станции — это Аарон Коул, запрашиваю экстренное разрешение, медицинский приоритет. Авторизация Харморни Дельта-9. Пауза. «Разрешение выдано», — ответил голос. «Медицинская группа в готовности». Аарон глубоко выдохнул. Коалиция действительно была повсюду. Капсула вырвалась в атмосферу, теплоэкраны светились, станция росла в его прицеле. Внизу промышленный сектор мерцал аварийными огнями.
Его ком завибрировал. От Джакса. Роды близки. Силы Вешери на периметре. Посол Веш прибыл один. Отец Лиры. Аарон сжал челюсти. Все менялось. Капсула врезалась на посадочную площадку. Пока двигатели не отключились, Аарон уже мчался по палубе. Он сразу заметил Джакса. «Я слишком поздно». В самый последний момент ответил Джакс. Но ее отец внутри. Аарон протиснулся мимо него, сердце колотилось. Внутри медицинского блока воздух был густым от тревоги. Голос доктора Харпер прорезал шум. Финальная стадия. Будь с ней. Аарон бросился к Лире, взяв ее за руку. «Я здесь», — сказал он. «Я никуда не уйду». Облегчение промелькнуло на ее лице, пока новая схватка не охватила ее. За ними стоял высокий мужчина Вешери, его изумрудная кожа была отмечена символами высокой власти. «Посол Веш», — сказал он. «Мистер Коул», — посол сказал спокойно. «Я пришел не за тем, чтобы забрать ее». Аарон не шевельнулся с места. «Тогда зачем вы здесь?» «Потому что я ошибался», — тихо ответил посол. Прежде чем он успел продолжить, здание затряслось. Крики эхом разнеслись по коридору. Они прорвались. Закричал Джакс. «Как минимум 20», — сказал Аарон. Посол Веш сделал шаг вперед. «Позвольте мне с ними поговорить». Прежде чем кто-либо успел возразить, Лира закричала, тело выгнулось, когда доктор Харпер призвала к последнему усилию. Мир сузился до дыхания, усилия и боли. Затем звук заполнил комнату. Не печально зловещий резонанс, который когда-то пугал Аарона, а резкий, возмущенный крик новой жизни. «Это мальчик», — объявила доктор Харпер. Дыхание Аарона перехватило, когда он впервые увидел сына. Бледно-зеленая кожа. Темные волосы. Глаза еще закрыты, кулаки сжаты с ярой решимостью. Момент был разрушен, когда двери взорвались. Советник Дрен ворвался, сопровождаемый вооруженными подрядчиками. «Отдайте ребенка», — потребовал он. «Он принадлежит моему дому». Посол Веш шагнул вперед, подняв младенца. «Нет», — сказал он спокойно. «Он принадлежит своим родителям». «Совет услышит об этом», — прорычал Дрен. «Уже услышал», — прозвучал новый голос. Вошел земной дипломат в сопровождении охраны станции. «Посол Харпер с Земли», — объявил он. «Земля не признает насильственное разлучение семей». Уверенность Дренна разрушилась. Мгновение спустя его вывели в тишине. Когда спокойствие вернулось, посол Веш передал ребенка Лире. «Прости меня», — тихо сказал он. «Я выбрал традицию вместо дочери. Эту ошибку я больше не повторю». Лира улыбнулась сквозь слезы. Аарон обнял их обоих. Они преодолели страх, расстояние и власть. И победили. Мы не допустим нарушения закона. Нарушения порядка не останутся без последствий. Все на своих позициях. Коалиция. Склад наконец успокоился, хотя за усиленными дверями город Порт Нексус все еще пульсировал огнями ночного движения и дальним гулом межзвездных кораблей. Внутри временного медицинского отделения пахло слабым антисептиком, теплым металлом и легким запахом чуждой биологии. Лира держала на руках сына, тирана, удивляясь его идеальному сочетанию человеческих и вишарийских черт. Его изумрудная кожа мягко отражала свет, а темные волосы отца резко контрастировали с светящейся зеленью маленьких ручек. Аарон оставался рядом, усталый, но внимательный, наблюдая за каждым выражением лица Лиры. Они молчали долгую минуту, просто трое вместе в спокойствии после шторма, который мог закончиться иначе. Доктор Харпер, завершив обход, наконец позволила себе опереться на прилавок. «Он идеален», — тихо сказала она, изучая тирана. Быстрый рост, ускоренная физиология, но без немедленных проблем со здоровьем. При внимательном наблюдении он будет развиваться прекрасно.
Лира кивнула, усталость и облегчение смешались в ее чертах. Не могу поверить, что он здесь. И так скоро. Беременность должна была длиться месяцы, а не недели. Аарон усмехнулся с легкой иронией. Похоже, наш ребенок не уважает стандартные графики. Снаружи Джакс и Нира координировали членов коалиции, проверяя, чтобы ни один несанкционированный человек не находился в зоне сканирования. Несмотря на успех ночи, напряжение оставалось. Вешари не забыли, а частные силы советника Дренна, вероятно, попытаются отомстить. «Нам нужно оставаться мобильными», — сказал Джакс группе. «Мы не можем рисковать повторной атакой теперь, когда ребенок появился». Взгляд Лиры встретился с Аароном. «Мы слишком долго бежали», — тихо сказала она. «Возможно, пора остановиться. Еще не время. Но скоро». Ребенок на мгновение задремал в ее руках, маленькая грудь поднималась и опускалась в идеальном ритме, звук одновременно чужой и знакомый. Даже во сне он проявлял внимательность, которая говорила о том, что он понимает больше, чем любой обычный новорожденный. Доктор Харпер отрегулировала небольшой переносный прибор над инкубационным устройством, похожим на кроватку. Показания подтвердили ее догадки, ускоренный гибридный рост стабилизировался, хотя постоянный контроль оставался необходимым. В течение следующих нескольких недель им придется адаптироваться не только с медицинской стороны, но и социально. Политические силы, межвидовые протоколы и законы человеческой дипломатии переплетались в этой маленькой жизни. Аарон аккуратно поднял сына, прижимая его к груди. «Готова взять первую смену?» — спросил он. Лира кивнула, присев на импровизированный диван с тихим вздохом. Она знала, первая ночь родительства всегда испытание. Но их испытание было чем-то большим, совершенно новой гранью жизни. Утро принесло мягкое свечение через усиленные окна. Склад был тих, а улицы снаружи не показывали признаков хаоса прошлой ночи. Лира осторожно одевала тирана, поражаясь тому, как он, казалось, заметно растет всего за несколько часов. Каждое измерение, каждая проверка показывали ускоренный темп. Джакс вошел с планшетом. Обновление статуса, Вешари временно прекратили поиски. Советник Дрен ведет переговоры с Советом Вешари о нарушениях протокола, но любое дальнейшее вмешательство в наш сектор будет нарушением межзвездного закона. Облегчение промелькнуло на лице Лиры, хотя она оставалась настороженной. Политические бури такого масштаба могут всплыть в любой момент. Аарон подошел с тираном на руках, шепча новорожденному. «Он кажется спокойным, но я не думаю, что это продлится долго». Лира слабо улыбнулась. «У него уже есть нетерпение отца и моя упрямость. Все будет хорошо, со временем». Доктор Харпер вернулась с дополнительными устройствами для наблюдения и переносным коммуникатором. «Нам скоро понадобится стабильная медицинская база», — объяснила она. «Склад пока подходит, но гибридная физиология ребенка может потребовать более сложного оборудования через несколько недель». «Вот наша следующая проблема», — пробормотал Аарон. «Но сначала мы переживем этот первый месяц». Следующие часы они провели в планировании. Джакс координировал связь с сетями коалиции по нескольким секторам. Нира управляла запасами, медицинскими и питательными, обеспечивая поддержку ускоренного роста тирана. Аарон и Лира вырабатывали распорядки, деля обязанности по наблюдению, кормлению и уходу за сыном. Несмотря на тщательную подготовку, рост тирана продолжал удивлять. Всего за день его конечности выросли больше, чем у обычного новорожденного, а сенсорные реакции развивались чрезвычайно остро. Каждое новое движение, каждое открытие подтверждало реальность его гибридной природы. «Он учится быстрее, чем ожидалось», — отметила доктор Харпер. «Когнитивное развитие почти опережает физическое». Аарон рассмеялся, смесь удивления и усталости. Вот почему он разбудил нас на том, что казалось рассветом вчера. Сквозь все это Лира удивлялась человеческой инопланетной связи, воплощенной в ее сыне. Она посвятила жизнь изучению совместимости видов, мечтала объединить их через науку, общение и дипломатию.
Теперь этот мост был жив, в Тиране, растущем сильнее с каждым часом. Но политическая реальность оставалась. Победа над советником Дренном дала им время, но не безопасность. Коалиция имела протоколы по перемещению семей с высоким риском, но каждый шаг нес свои опасности. «Нам скоро нужна безопасная локация», — напомнил Джакс. «Где-то вне сетей, вне обычных маршрутов». Аарон кивнул. «Я изучал варианты в глубоком космосе. Есть необитаемая станция рядом с Лиренским скоплением. Скрытая от стандартных сканеров, полностью модифицируемая. Там можно установить медицинский контроль и оставаться невидимыми, пока Тиран стабилизируется». Лира обдумывала идею. Звучало идеально, но изоляция приносила свои проблемы. Запасы, экстренная помощь, связь — все требовало тщательного планирования. «У нас есть коалиция», — напомнил Джакс. «Мы не одни». Эта истина согрела Лиру. Всего за несколько дней она видела, как незнакомцы, люди и пришельцы рисковали собой, чтобы защитить ее и Тирана. Мир, огромный и часто равнодушный, внезапно стал меньше и безопаснее. Первая ночь прошла с вниманием к каждому моменту, родители чередовались на дежурстве. Сон Тирана прерывался всплесками роста и тихими голосовыми проявлениями, почти как смех. «Он необычный», — прошептал Аарон. «Не только физиология. Все в нем». Лира прикоснулась к его маленькой руке, удивляясь теплу и силе, уже присутствующим. «Он наш. И мы будем защищать его, несмотря ни на что». Снаружи звезды мерцали на бесконечной тьме, молчаливые свидетели семьи, которая преодолела барьеры, бросила вызов политике и приняла неизвестное. И когда первая неделя подходила к концу, они начали понимать реальность, это было не просто выживание. Это было начало новой эры для них, для Тирана и для каждого мира, который однажды осознает, что два вида могут создать нечто по-настоящему выдающееся вместе. Наш сын, он совершенен. Да, мы будем защищать его и друг друга. Недели проходили в вихре тщательных рутин, постоянной бдительности и глубоких открытий. Рост Тирана продолжался с такой скоростью, что даже доктор Харпер была поражена. Его конечности были длинными и ловкими, глаза яркими и бесконечно любопытными, отражая как ум матери, так и проницательность отца. Каждый день открывал новые способности, тонкая моторика развивалась почти мгновенно, появлялся сложный вокальный репертуар, воркование, свист и первые попытки имитации, а внимательность делала его старше своих всего нескольких недель. Лира и Аарон подстраивали свои расписания под него, но также учитывали операции коалиции. Глубококосмическая станция у скопления Лирин, переоборудованная в защищенный медицинский объект, стала их временным домом. Она была изолирована от посторонних глаз, но полностью оснащена для гибридной физиологии Тирана. Автоматические системы жизнеобеспечения и медицинского наблюдения позволяли им сосредоточиться на наблюдении и уходе, а не на постоянных экстренных ситуациях, хотя доктор Харпер и ее команда оставались на связи, направляя их через сложные стадии ускоренного развития Тирана. Несмотря на усталость, были моменты удивления. Тиран, казалось, реагировал на музыку, наклоняя голову в такт гармониям чужих инструментов, но также узнавая простые человеческие мелодии. Он с удивительной силой хватал пальцы Аарона, а когда Лира говорила, следил за ее движениями с интенсивной сосредоточенностью, что свидетельствовало о продвинутой когнитивной функции. Однажды вечером, когда искусственное освещение станции приглушилось для цикла отдыха, Аарон держал Тирана на руках. «Он необыкновенный», — тихо прошептал он. «Не только физически, во всем». Лира положила руку на поясницу Аарона. «Я никогда не могла представить ничего подобного», — сказала она. «Он наш». Снаружи датчики станции ничего необычного не показывали, но коалиция оставалась бдительной. Политические волнения со стороны нарийских и человеческих властей продолжали представлять угрозу, хотя вмешательство посла Нарина обеспечило временную защиту. Присутствие коалиции гармонии гарантировало, что любой будущий конфликт может быть встречен с координированным сопротивлением. Но даже в спокойствии возникали вызовы. Быстрый рост Тирана требовал точного питания и корректировки среды.
Его гибридный метаболизм порой вызывал всплески энергии в неожиданные часы, требуя постоянного внимания. Развивающиеся нейронные пути означали, что стимуляция должна быть одновременно безопасной и разнообразной, чтобы способствовать нормальному поведению, не перегружая уникальную физиологию. Голографные обновления доктора Харпер стали их жизненной линией. Следите за частотой сердечных сокращений, насыщением кислородом и ранними моторными паттернами, инструктировала она, регулируя параметры, когда тиран достигал этапов развития раньше графика на дни или недели. Лира и Аарон быстро научились считывать тонкие сигналы, мерцание интереса в взгляде тирана, легкое сжатие пальцев, внезапные ритмичные движения ног. Они научились предугадывать его потребности, реагируя с точностью, рожденной из глубокого наблюдения и интуитивной заботы. Несмотря на требуемую интенсивную концентрацию, они находили моменты обычной жизни, смеха и игры. Ранние имитации тирана включали музыкальный тембр речи Лиры, ритмичный гул механических настроек Аарона на станции и случайные непонятные писки, которые они поняли как попытки речи. Однажды утром консоль связи станции зазвенела входящим сигналом. Лира и Аарон обменялись взглядами, и Аарон открыл зашифрованный канал. На голографическом дисплее появился посол Нарин. «Рад видеть», — сказал он серьезно, хотя в глазах блеснула редкая теплота. «Ваш сын процветает. Вы оба справились с этими первыми неделями с похвальной преданностью». Лира улыбнулась. «Спасибо, посол. Без коалиции нам бы не справиться». Нарин кивнул. «Я понимаю, что политические осложнения остаются. Советник Дрен и фракция Треф продолжают оспаривать статус тирана. Но ваша забота и защита коалиции сделали его символом. Символом того, чего можно достичь, когда виды объединяются». Аарон слегка сжал челюсть. «Символ, да, но также ребенок. Ему нужна безопасность, а не политика». Нарин поднял руки в знак признания. «И именно поэтому я предоставляю полную дипломатическую защиту. Межзвездный совет признает ваше право как родителей и уникальную гибридную природу тирана. Ни одна фракция не может вмешиваться». Облегчение охватило Лиру. Наконец она могла выдохнуть, хотя знала, что ответственность никогда не закончится. В последующие дни были установлены более постоянные протоколы. Станция стала убежищем, контролируемым удаленно как коалицией, так и поддерживающими межзвездными властями. Рост тирана стабилизировался в надежном режиме, хотя всегда опережал ожидания стандартных видов. Его ранняя способность взаимодействовать как с человеческой, так и с вишарийской коммуникацией привлекла внимание специалистов по образованию, стремящихся разработать учебные программы для первого поколения межвидовых гибридных детей. Лира и Аарон адаптировали свои роли соответственно. Они чередовались в наблюдении за развитием, записи реакций на стимулы и внедрении программ обогащения. Они научились предугадывать потребности гибрида, от питания до ранних когнитивных упражнений, балансирующих человеческие и вишарийские способности. Несмотря на усталость, радость оставалась постоянной. Маленькая ручка, сжимающая палец Лиры, первое связанное слово с губ тирана, осторожное хватание инструмента Аарона для простых упражнений, все эти моменты были чудесами и укрепляли их связь. Снаружи политическое давление постепенно ослабевало. Фракция советника Дренна утратила влияние после многочисленных нарушений протокола. Семья Треф, не сумев установить контроль, отказалась от претензий, во многом благодаря твердой позиции посла Нарина и быстрой скоординированной реакции коалиции. Через 3 месяца после рождения тирана Харморни Вессел, совместно управляемый властями Земли и Нарии, готовился к своему первому полету. Лира и Аарон стояли на смотровой палубе, наблюдая, как звезды превращаются в полосы света, когда судно ускорялось до сверхсветовой скорости. Тиран, теперь заметно крупнее и более отзывчивый, сидел в специализированной камере безопасности и мониторинга, ворковал и тянулся к свету сверху. Аарон держал руку Лиры. «Ты готова к этому?» — спросил он. Она улыбнулась, положив голову на его плечо. «Готовы, насколько это возможно». Макс Аарон взглянул на тирана, пораженный его быстрым развитием.
С момента, как он впервые испугался уникальной биологии Лиры, до этого момента, он понял глубину связи, смелости и любви, связывающей их маленькую семью. Лира мягко засмеялась, звук был полон облегчения и легкой игривости. И помни, Аарон, уникальные черты тирана будут держать тебя в тонусе. Полный сенсорный аппарат развивается к 6 месяцам, поддразнила она. Глаза Аарона расширились. Ты шутишь. Подмигивание Лиры стало ответом. Макс рассмеялся, крепко держа сына. Что бы ни случилось, мы встретим это вместе. Хармони весь сил прыгнул на световую скорость, неся семью, которая символизировала новую эру, где сотрудничество человека и Вешери, защита и любовь создают беспрецедентные возможности. Тиран, мост между двумя мирами, тихо ворковал, уже ощущая величие галактики вокруг себя. Для Лиры и Аарона путь вперед был неизведанным, полным испытаний, радостей и уроков, которые предстоит открыть. Но впервые они знали, что никакая сила, политическая, инопланетная или человеческая, не сможет разлучить их с ребенком, которого они создали, и с семьей, которой они стали. Когда звезды растягивались в линии света, первые крики жизни, которые когда-то пугали человеческое сердце, теперь стали любимым саундтреком их необыкновенного существования. И в этом звуке Вселенная, казалось, обещала, путь, который они выбрали, путь смелости, любви и единства, лишь начинается. Хармони весел продолжал путь, неся новую модель межзвездной жизни, гибридную, устойчивую и связанную универсальным языком семьи. И когда Лира и Аарон смотрели на звезды, а тиран уютно устроился между ними, они поняли глубокую истину. Иногда самые необычные приключения — это те, которые никогда не планировались, но именно они формируют будущее целых миров. Вселенная, огромная и бесконечная, стала свидетелем рождения не просто ребенка, она стала свидетелем рассвета моста между видами, семьи, воплощающей надежду, смелость и безграничный потенциал любви. Спасибо, что слушали The World of Science Fiction. Если история понравилась, поставьте лайк, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До следующего раза смотрите на звезды и помните, даже в самых далеких галактиках именно семья делает нас людьми.